Добрый день, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать поподробнее, что это такое, в описании есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. А сегодня я хотел бы поговорить о смысловом и поведенческом наполнении жизни. Большинство людей полагают, что наполнение жизни, определяемое смыслами, на которые мы опираемся, вариативно и индивидуально. Однако, опираясь на понимание природных механизмов, заложенных в наш вид, для меня стал очевиден другой вывод, что здоровое наполнение жизни лишь одно, и заключается оно в простейшем цикле – создавать и отдавать. А за пределами этого цикла уже начинаются иллюзии. Именно поэтому сегодняшнее наше видео и называется «Созидание – единственный здоровый путь». Давайте разбираться подробнее. Наш вид – часть природы и не может существовать изолированно, как от других видов и от природы в целом, и это называется биогеоценоз, так и от представителей своего вида. Чтобы выживать и развиваться, нужно объединяться, быть вместе и последовательно помогать друг другу. Любая помощь предполагает, что что-то нужно отдать, а для этого человеку необходимо сначала что-то создать или развить. Это могут быть знания, навыки или какой-то готовый продукт. Неважно, важен сам цикл – создавать и отдавать. Казалось бы, просто рассуждать о правильных вещах, так ведь? А делаю ли я это все сам? Делаю. Я создал систему психологической помощи, природно-ориентированную психологию и психотерапию. Теперь, после ее создания, отдаю ее другим, чтобы здоровых людей становилось больше. А еще я написал к настоящему моменту 16 поэтических сборников и тоже отдаю их другим, чтобы люди через мою поэзию задавали себе и другим важные вопросы, находили и осмысляли новую информацию. Есть и более локальный пример. Вот недавно я записал видео с рекомендациями о том, как освоить иностранный язык, или видео о том, как управлять творческими процессами. Все это я сначала создал, опробовал, а потом отдаю другим. Форму адаптации и синхронизации с жизнью через созидание подсказала мне природа. Эта форма едина для всех. Не только для всех людей, а вообще для всех. Дерево дает плоды не ради себя и своей красоты, а чтобы жили другие. Нужно сказать пару слов и про разрушение. Бывает естественное разрушение, которое сопровождает любой цикл и знаменует его окончание. Такое разрушение необходимо, чтобы очистить место для нового созидания. А бывает другое разрушение, которое является самоцелью или же направлено на получение и удержание власти любой ценой. Такое разрушение противоположно созиданию и полностью его исключает. Чтобы созидание стало возможным, необходимо выбирать путь знания. Создание знаний и их передачу, либо путь обретения знаний. Следовать этому принципу не всегда бывает просто. Почему? Потому что часто включается логика поиска наименьшего сопротивления, стремление к упрощению, успокоению, иными словами, погружение в иллюзии. Иллюзии, как кажется, помогают, во-первых, ситуативно экономить силы и не напрягаться лишний раз. Во-вторых, дают возможность не смотреть туда, куда не хочется, и не видеть то, что не хочется. По принципу «не знаешь, значит не существует». Однако иллюзии на то и иллюзии. Они нереальны, а значит, с их помощью можно создать лишь искаженный контакт с собой и с миром. Иллюзии лишают, на мой взгляд, главного – опоры. Оказавшись в безопорном состоянии, можно только упасть. Да, теоретически можно еще полететь, но наш вид не умеет летать. Путь созидания в такой ситуации невозможен. Опору создают и помогают поддерживать знания. В отличие от иллюзий, знания не всегда просты, однозначны или приятны, но они всегда помогают установить настоящую, здоровую связь с реальностью. Силы, необходимые для создания или получения знаний, ситуативно требуются, конечно, больше, чем для создания иллюзий. Однако на поддержание иллюзий сил требуется гораздо больше, потому что придется постоянно убеждать себя в том, что эта реальность не права, а ты прав. Зато после создания или получения знаний наступает период расслабления и возможность восстановить ранее потраченные силы. Знания сами по себе и не должны быть чем-то, что радует или развлекает. Они должны помогать
развитию навыка адаптации, должны способствовать познавательному развитию и творчеству в целом. А все эти процессы связаны с расходованием сил, приложением усилий, преодолением, с болью в том числе. Поэтому людям так просто отказаться от знаний и выбрать путь иллюзий. Мир, в котором все мы живем, он сложный и многогранный. Простых ответов на важные для нас вопросы не бывает. Иногда ответов вообще не бывает, лишь только один хаос. Разнообразных явлений и процессов очень много, и чтобы жизнь не превращалась в череду отрицаний и иллюзий, необходимы знания, потому что только через них реализуется созидание. На этом я закончу и благодарю всех, кто досмотрел до конца. Напомню, что под видео будет несколько полезных ссылок обо мне. Желаю всем всего наилучшего и говорю до встречи.